Приветствую всех любителей футбольных симуляторов, собравшихся на нашем канале. В период межсезонья, когда ваши любимые футболисты и, скорее всего, в том числе и вы отдыхаете на заслуженном отпуске, особых новостей и обновлений в играх не сказать, что прям много. А поэтому за небольшие инфоповоды приходится цепляться просто мертвой хваткой. И слава богу, что у нас есть такие ребята, которые делятся лишними новостями по собственному проекту. В частности, я говорю о Strikers и их игре UFL. Ведь пока игра продолжает разрабатываться, разработчики продолжают снабжать нас информацией о том, как этот процесс протекает. Возможно, сегодня мы поговорим о самом важном аспекте футбольного симулятора, поэтому обещаю, будет интересно. Устраивайтесь поудобнее, поддержите это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы начинаем. Новый ролик, который вышел на канале UFL, посвящен двум темам, а в частности бэкенду и матчмейкингу. И характеризуя данное видео, можно сказать, что оно обо всем и ни о чем одновременно. Точно так же, как и мои ролики. То есть разработчики знакомят нас с значительным количеством информации, но по большей части она не сказать, что нужна игрокам. И более того, это далеко не та информация, которую ждут игроки. Но тем не менее. Для всех непросвещенных разработчики из Strikers просвещают пользователей, что такое бэкенд и из чего будет строиться их матчмейкинг. И именно второе нас интересует больше всего. Потому что eFootball и FIFA как таковые особо не раскрывают подробности подбора игроков. В принципе, об этом мы и сами догадываемся, что в одном футсиме, что во втором. Здесь же разработчики прямо дают понять, из чего будет складываться подбор игроков в UFL. А именно, когда игроку будет подбирать соперника, то будут смотреть на статистику его матчей и рейтинга в сетевых матчах, количестве выходов из игр, то есть в сливания по ходу матча, неважно в первом тайме, во втором тайме и так далее, а также количество травмированных игроков в составе. И этот пункт очень даже интересный, поскольку ясно дает понять, что некоторые игроки смогут получать травмы, и на протяжении нескольких матчей они, скорее всего, не будут доступны. Например, в eFootball игроки могут травмироваться по ходу матча, но после этого эта травма никуда не распространяется, только на один единственный матч. С одной стороны, это и хорошо, потому что мало нервотрепки, а с другой стороны, подобные моменты как-то способствуют разнообразию игрового процесса, согласитесь. И из всего ранее перечисленного будет складываться так называемый вес игрока, который и будет определять подбор соперников. Помимо всего прочего, в своем видео команда разработчиков сообщает, что они планируют собирать информацию об игроках, которые будут так или иначе, но взаимодействовать с игровыми механиками в игре. Трудно сказать, занимаются ли чем-то подобным Electronic Arts и те же Konami, когда пользователи играют в их игру, но на основе этой информации ребята из Strikers собираются обращать внимание на конкретные механики, которые требуют улучшения, изменения. То есть подобная информация позволит определить, на что же сделать упор разработчикам. Ведь очевидно, что после релиза разработка не закончится, и точно так же, как и в случае с eFootball, какие-то механики будут изменяться или вовсе добавляться уже после релиза самой игры. И вспоминая предыдущую информацию о том, что разработчикам будет известно, кто из какого матча и сколько раз успел выйти, в принципе складывается такая картина, что разработчики в будущем спокойно смогут определить тип истеричных ливальщиков, что на самом деле очень даже забавно. Ну и конечно же, концовка ролика просто не могла обойтись без банальных вопросов, а в частности, какие будущие планы у команды разработчиков. И это при том, что сама игра еще даже толком не вышла. Естественно, они собираются заниматься улучшением матчмейкинга, потому что идеального матчмейкинга, как мы знаем, не существует. Также, что не менее важно, они собираются заниматься на протяжении долгого времени отладкой работы серверов, то есть, опять же, та же самая история, что и с матчмейкингом, идеальной работы серверов не существует. Пример eFootball и FIFA, опять же, в который раз я на них ссылаюсь, очередное тому подтверждение. По ходу ролика они отмечали, что проводят всякого рода тесты, чтобы испытать сервера, но я подозреваю, что никаких тестировочных нагрузок не хватит, чтобы испытать настоящую нагрузку на сервера в день, когда эта игра выйдет, потому что без преувеличения к ней приковано достаточно большое внимание, как со стороны игроков FIFA, так и со стороны игроков в eFootball. Поэтому в первый день, в день релиза, когда игру впервые позволят пощупать вот после конкретного релиза, а не после релиза демо-версии, наплыв будет очень даже большой. Смогут ли выстоять разработчики в этот день, нам предстоит еще узнать. И на этом вся новая информация по UFL, как вы могли догадаться, подходит к концу. Да, к сожалению, очень мало информации касаемо игровых механик,
каких-то режимов, да банально взглянуть на то, как это все дело будет выглядеть, на интерфейс, на все такое прочее, разработчики об этом, к сожалению, пока умалчивают. И я уверен, большинству пользователям было бы в удовольствие посмотреть на то, как будет выглядеть игра изнутри, какие режимы будут ожидать игроков на старте, стоит ли ожидать в дальнейшем улучшения режимов, которые выйдут на релизе и прочее. И именно вот это, я думаю, большинству, опять же, было бы интереснее узнать. Но что имеем, то имеем. В комментариях под этим роликом, как и всегда, я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного, как вам услышанная информация, согласны ли вы с условиями подбора игроков и насколько подобный подбор будет справедливым по вашему мнению. Делитесь в комментариях. Помимо комментариев, не забывайте также поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, поддерживайте видео своими изумрудными лайками, ведь именно это способствует их продвижению, в том числе и нашего канала. Не забывайте подписываться на него, если вы находитесь здесь впервые, а я же на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и вашу активность, услышимся в следующих видео на канале Realistic PES. Всем пока!